Всем привет! Сегодня мы научимся, как создавать вот такие тени для текста, а также мы научимся использовать margin, то есть margin это отпуск от границы. Например, вот у нас первый объект, вот у нас второй объект, и насколько далеко они находятся, мы можем отдалять их с помощью margin. Давайте начинать. Так, сперва нам нужно создать структуру. Для этого мы пишем восклицательный знак и нажимаем Enter. Дальше давайте подумаем. У нас наша работа состоит из текста и коробки, да? Квадрата. Значит, давайте сначала создадим текст. То есть мы можем ее создать с помощью h1. И давайте напишем внутри hello. Давайте уже откроем сразу. Вот, у нас все вышло. Получилось hello. Давайте добавим квадрат. Квадрат мы можем добавить через div. И если мы обновим, мы можем увидеть, что ничего не получилось, потому что мы ему еще стилистики не дали, мы не дали ему размера, цвета, поэтому здесь все пусто. Давайте что сделаем? Откроем стиль. Давайте откроем стиль. Напишем h1. Открываем скобки. Как мы знаем, h1 это у нас текст, поэтому давайте покрасим текст вот в такой вот цвет красного оттенка. У нас это получилось. И дальше у нас вопрос, как создать тени. Для того, чтобы создавать тени для текста, мы можем использовать что-то по типу text shadow, что переводится в прямом смысле как тень для текста, да? Дальше. Мы можем внести три изменения, три числа, да, которые могут изменять положение нашей тени. Первое число это, не знаю, число или цифра, это у нас насколько она отдаляется от текста в правую сторону. Давайте посмотрим. Для начала давайте дадим цвет для нашей тени. Например, чтобы создать, мы сюда же мы пишем любой вот цвет. Я выберу фиолетовый, purple. Так, дальше. Дальше у нас, насколько она идет вниз, дальше насколько у нее прозрачность. Вот. В таком вот виде мы это все пишем. Сейчас мы еще раз это все повторим, увидим. Вот, у нас сразу появилась тень. Если мы вот это уберем, тень у нас останется. Видите, прозрачности вообще нет. Просто дублируется как будто. Если мы 15 пикселей добавим, вот прозрачность, то есть последняя вот эта цифра, число, тень у нас становится прозрачной. Мы можем ее изменить, например, на 25. То есть практически ее не видно получается. Дальше. Давайте оставим 15. Попробуем поиграться с этой настройкой. Попробуем сделать ее 5 пикселей. Что мы видим? Она поднимается наверх. То есть, если мы сделаем 25 пикселей, она идет вниз. То есть, вот это изменяет нашу высоту, так сказать, по оси Y положение нашей тени. Оставим, давайте, 15. 5 пикселей, как я сказал, это насколько далеко она идет в правую сторону. То есть 1 пиксель, 5 пикселей. Давайте сделаем 15 пикселей. Вот. Она на 15 пикселей идет направо. Вставляем 5 пикселей. Вот, в принципе, у нас получилось повторить то, как было, то, как мы планировали. Осталось сделать нам квадрат и дать ему margin, да? Квадрат мы открываем просто так. Для div нам придется, видимо, сделать, хотя нет, без класса можно сделать div
А, имейте в виду, что если вы хотите, у вас несколько текстов, и вы хотите именно одному тексту, то просто создаете класс, даете ему имя, и это имя вы даете, например, вы этому именно хотите дать какие-либо параметры, то есть вы на это имя, точка, пишите имя ваше, вашего текста, ну, вашего тега, и дальше вот внутри все пишите. Если же вы хотите, чтобы вот это все относилось к каждому вот h1, то вы делаете вот так. Для меня это не важно, поэтому я просто так и пишу. Это то же самое относится к дивам. Так, давайте создавать наш куб. Сперва нам нужно дать ему размер. Давайте сделаем ширину 200 пикселей. Высоту тоже 200 пикселей сделаем, чтобы получился квадрат. Background color, то есть цвет фона будет пусть... давайте blue сделаем, blue, синего цвета. Все, посмотрим. Вот, наш куб появился. Ну, мы хотим, например, чтобы он был слева, да? Слева от этого текста. Что мы можем использовать? Мы можем использовать margin left. Ну, давайте сначала просто напишем margin. Margin это отпуск, да? Отступ. Давайте сделаем 50 пикселей. Видите? Когда мы ничего не указываем, мы можем еще вот margin left, margin top, вот top, bottom, left, right можем использовать. Это все мы можем с ними давать направление, да, то есть margin left это с левой точки, насколько она отдаляется направо. То же самое и наоборот, если margin top, сверху она насколько идет вниз. Поняли, да? А если мы просто margin напишем, то это классическая идет настройка, то есть направо и вниз. Вот. Если margin пиксель 0 пикселей будет, то вот, видите, направо и вниз идет. Давайте мы хотим все-таки налево, поэтому margin left 50 пикселей. Вот. Только налево пошло, видите? Сделаем 500 пикселей. Вот. Мы также можем использовать проценты. Например, 25%. 25% это 25% от вот этого стопроцентного, так сказать, листа, да? На 25% он идет направо от вот этого. Мы давайте сделаем немного вниз. Margin можем использовать. Мы можем использовать и пиксели, и проценты. Margin давайте топ сделаем. Margin топ 150 пикселей. Вот. Видите? А если мы сделаем 0 пикселей, вот, мы из-за того, что тут стоит текст, мы margin топ, то есть сверху отступаем от именно этого текста. То есть если он здесь стоит, margin top 0, это то есть он уже касается вот этого, да? Если 50 пикселей, то он на 50 пикселей опускается вниз, в зависимости от положения этого текста. То есть не от края бумаги вот этой страницы, а от текста. Надеюсь, вы поняли. Margin это отпуск одного объекта от другого, да? Ну, не отпуск, а отступ. Все. Давайте попробуем использовать margin bottom, да? 150 пикселей напишем. Так, пикселей. Вот. Как мы видим, ничего не поменялось. Почему? Потому что margin bottom у нас в принципе снизу нет никакого объекта, чтобы от него можно было отступать. Можно было бы использовать, если бы это было бы где-то внизу от сайта, и мы могли бы отступать от вот самих границ сайта, но такое невозможно, потому что оно не граничит с ней. Все. И тоже касается margin right. Мы можем, например, margin left заменить на margin right, чтобы оно с правой стороны отступало. Вот, видите? Но опять-таки мы должны сделать это сколько? 75% может.
Но это даже не работает, видите? Поэтому это надо учитывать, чтобы оно ограничилось каким-то еще объектом. В принципе, все. Мы, надеюсь, смогли повторить то, чего мы хотели. На этом все. До свидания.